Я переехала в другую страну недавно. Работа, новая жизнь, все такое. Сняла небольшой двухэтажный домик на окраине городка, почти у леса, как в старых американских фильмах. Мой задний двор не имел забора и выходил прямо к лесу. Это была моя мечта наяву. С детства мой отец привил мне любовь к лесам и походам. Здесь же мой лучший друг лес был прямо у моего дома, приглашая меня на ежедневные встречи. Потому логично, что первое, что я захотела сделать, просто пойти туда, как раньше, на разведку. Мне нужно было посмотреть местные тропы, найти место под ночевку. Но оказалось, лес не всегда твой друг, и он не везде доброжелательный. Дом был хорошим. Маленький двор, простая кухня и задний двор, плавно переходящий в густой кустарник. Лес начинался не где-то далеко, а прямо за линией кустов. Смотришь, и кажется, что можно выйти босиком, сделать пару шагов и исчезнуть в зелени. В первый же день я познакомилась с соседями. Здесь люди вежливые, улыбчивые. Правда, подобная вежливость оказалась мне непривычной. Складывается ощущение, будто эта приветливость всего лишь наработанный навык говорить осторожно и взвешенно. Неискренность словно сквозила в каждой их фразе. Я всем рассказывала, как я люблю походы, и что я безмерно рада, что смогла поселиться прямо возле леса, и что в выходные непременно хочу взять палатку и уйти в лес на ночь. Соседка напротив, женщина лет 50, сначала улыбалась, но, услышав про палатку, тут же перестала. «Дорогая, не ходите туда ночевать», — сказала она. Я усмехнулась. «Почему? У вас водятся медведи? Может быть, волки?» Она покачала головой. «Нет, дело не в диких зверях, а может быть и в них. Просто место это плохое. Там раньше люди часто пропадали, с концами». Другой сосед, мужик с крепкими руками и вечной сигаретой в зубах, добавил, не глядя мне в глаза. «Не, ну днем ходи, если хочешь. А ночью оно того не стоит. Особенно по тропе». Это меня заинтересовало. По тропе? Да, там тропа есть. Красивая такая. Ее никак не перепутаешь. Сразу поймешь, что это она. Так вот, эта тропа плохая. Я спросила, что значит плохая. Они переглянулись и как будто договорились молчать дальше. «Просто не ходи», — повторила соседка. «Сначала освойся, привыкни к этому месту. А лес есть места, которые лучше не посещать». Я рассмеялась, чтобы разрядить обстановку. Я с детства хожу по лесам, никого не боялась. А тут что, лес какой-то особенный? Настолько особенный, что мне нужно его бояться? И в этот момент сосед сказал тихо, почти беззлобно. Вот именно. Через пару дней я пошла в лес днем. Ничего героического, просто легкий рюкзак, вода, нож. Взяла с собой компас. Хоть в наше время и существуют навигаторы, но я все же предпочитаю иметь проверенную страховку. Решила пока что не пренебрегать советами соседей. Мало ли какие тут истории замешаны. Так что думала, я схожу, разведаю, как там обстановка, насколько все плохо, да и плохо ли на самом деле. Лес оказался нормальным, красивый, словно ухоженный, абсолютно не дикий. Тропа, что я выбрала, была широкой, местами даже утоптанной, как будто здесь каждый день толпами ходили местные любители прогулок. Правда, было кое-что странное, то, что отличалось от моего привычного лесного опыта. Звуки. Они как будто раздаются чуть дальше обычного, будто бы слегка приглушенные, чуть зажатые. В остальном же все как обычно. Птицы поют, ветер гуляет, кроны деревьев шумят. Правда, иногда возникают паузы, длинные и неестественные, как будто лес прислушивается. Спустя небольшой промежуток времени я увидела ту самую красивую тропу. Это было ответвление от основной тропы. Там оказалось светлее, деревья стояли реже, да и в целом она создавала куда более приятное впечатление.
На повороте на эту тропу я заметила табличку. Она была старой, почти сгнившей. На ней было что-то написано, но большую часть букв съело время и погода. Я смогла разобрать лишь начало. Не, дальше была пустота. Я усмехнулась, не мусорить, наверное. Пройдя чуть дальше по тропе, я увидела новую деталь. На дереве висела тонкая веревка, будто кто-то недавно что-то подвязывал. Рядом на земле была примятая трава, словно там долгое время сидело несколько человек. Рядом стояла пустая баночка из-под напитка. Казалось, что она свежая и была тут оставлена совсем недавно. «Здесь бывают люди», — подумала я. И, честно говоря, меня это даже порадовало и отчасти разозлило. Значит, тропа не совсем дикая, значит, я не заблужусь. И значит, что, судя по всему, меня разыграли. Просто типичные шутки местных над новичком. Запугать новичка разными местными легендами и баснями – типичное развлечение в такой глуши. Но ничего, я вам еще всем покажу. Пройдя еще немного вперед, я нашла симпатичную полянку, ровную, сухую. Запомнила ориентиры и решила в следующие выходные приду сюда с палаткой. Выходные пришли быстро. Я дождалась утра, собрала рюкзак, увязала палатку. Нехитрый инвентарь в виде топорика для дров и ножа для разнообразной работы приторочила к рюкзаку. Взяла аж 2 фонаря, налобный и большой ручной, на случай, если мне вдруг понадобится сильный свет. Привычные сборы взбудоражили меня, и я уже предвкушала прекрасный день. Соседи увидели меня и переглянулись, словно я собралась не в лес, а на собственные поминки. Сказал сосед. Это было странно. Обычно, если в лесу и орут, то только когда нужна помощь. А тут предлагается сидеть молча, еще и щель найти, в которую можно забиться. Но как бы то ни было, я молча кивнула и ушла. Первые часы похода все было хорошо. Солнце стояло высоко, приятно пригревало землю, тропа была сухой. Я шла уверенно, отмечая места, где можно было бы вернуться другой дорогой. И вот ближе к полудню стали попадаться предметы, которые начали разрушать первобытную идиллию. Сначала я обнаружила остатки костра. Они были относительно свежими. Угли были еще черными, без мха. Затем мое внимание привлек обрывок ткани на ветке. Ткань была синего цвета, но на оторванной стороне она была намного темнее, будто бы была испачкана чем-то темным. Рядом я нашла следы, словно кто-то тащил по земле что-то тяжелое. Следы были не слишком длинные, но характерные. Колея в куче опавших листьев да обломанные ветки кустарника. Я остановилась и прислушалась. Ничего не было слышно. Если здесь недавно были люди, то я должна была слышать характерные звуки. Смех, шуршание веток и кустарника, хотя бы далекое эхо. Но лес молчал, словно никого нет на 1000 километров вокруг. Я пожала плечами и немного натянуто рассмеялась. «Ну ты и больнуша, видел бы тебя твой отец». И пошла дальше, на ту самую полянку. Полянка была на месте, хотя мне казалось, что в прошлый раз дорога заняла меньше времени. Первым делом я поставила палатку, натянула тент, собрала валежник и разожгла костер. Сразу пришло то самое чувство, ради которого тысячи людей идут в такие вот одиночные походы. Тишина, первозданная природа вокруг, и ты как будто становишься ее частью. И никакие бытовые проблемы, никакая цивилизация не может тебя достать здесь. Ты здесь один, изолирован от фонового шума, и есть лишь единение с огромным живым организмом. Костер всегда делает лес своим и добавляет легкое чувство безопасности. Каким бы опытным лесовиком я ни была, все же я знала о потенциальных угрозах леса. Да и подсознание, что выучено тысячелетиями дикой жизни человечества, всегда видит и ощущает угрозу.
даже если ее и нет на самом деле. А огонь, помимо тепла, еще и очерчивает границу, словно метит территорию и делает ее безопасной. Я сварила чай, поела мясо, приготовленного на костре, и тихо посидела, слушая привычные звуки. Треск дров, далекий шум ветра, редкие птичьи голоса, чьи владельцы устраиваются на ночь. Весь стресс от переезда и кардинальной смены жизни как будто начал утекать куда-то в землю, и на душе стало легче. Я улыбнулась. Да, определенно не зря я сюда пришла. Перед сном я потушила костер, тщательно, по науке, влезла в палатку и закуталась в спальник, и долго не могла уснуть от приятной усталости. Я проснулась резко, будто меня толкнули. Часы на телефоне светились 1:40. Сначала я услышала пронзительный вопль, что-то между звериным воем и человеческим криком, как будто горло пытается сделать один звук, а выходит другой, долгий, протяжный, немного с надрывом. Звук доносился издалека и стих спустя какое-то время. Я лежала, чутко прислушиваясь к природе вокруг палатки, и размышляла о том, что же это могло быть. Медведь? Лось? Да нет, вроде не похоже. Потом вопль повторился. На этот раз он был уже ближе. Душераздирающий звук вызывал у меня глубокую, необъяснимую тревогу. И вновь ненадолго воцарилась тишина. Через пару минут он раздался в 3-й раз. Теперь где-то на окраине опушки. Я вся сжалась в своем спальнике. Что-то здесь нечисто. Это не похоже на зверя. Да, лесные хищники заявляют громко о себе, и ты слышишь их приближение всегда. Но здесь этот звук не укладывался в рамках известного мне. Внезапно я услышала другие звуки, которые я абсолютно не ожидала услышать здесь и сейчас. Мимо палатки кто-то пробежал. Я услышала лишь испуганное дыхание и всхлипы. Кажется, они принадлежали женщине. Спустя пару мгновений мимо палатки словно пробежало несколько человек. Я услышала мерный топот ног и тихое сопение. Шаги стихли вдалеке. Спустя какое-то время оттуда раздался пронзительный женский крик, который быстро оборвался. Я вцепилась пальцами в ткань спальника. Сердце стучало, но в голове было удивительно пусто. Только одна мысль — не шевелиться. Шаги появились вновь. Слышались они как будто с окраины полянки. К звукам шагов также добавился еще один звук — шуршание травы и листьев, словно кто-то волочит тяжелый груз по земле. Звуки внезапно стихли где-то рядом напротив моей палатки, и какое-то время царила тишина. Шаги появились вновь неожиданно. На этот раз они были еле слышны. Поступь была мягкой, трава и листья еще больше скрывали звуки шагов. Люди ходят так тихо, когда не хотят себя выдавать раньше времени, и шаги эти раздавались прямо возле моей палатки. Я почувствовала кожей, как кто-то остановился у головы палатки. Чувство схоже с тем, которое тебя посещает, когда ты как будто ощущаешь постороннее присутствие в своей пустой квартире. Кто-то легонько коснулся тента ладонью, и я успела увидеть отпечаток руки на парусине. Я лежала, затаив дыхание. Кто-то другой подошел к пологу и тихо, очень осторожно попробовал расстегнуть молнию. К счастью, я закрыла по науке, и снаружи открыть полог было не так-то просто. Снаружи никто не говорил, я слышала лишь едва слышное дыхание и мягкие шаги, и где-то далеко, на самой границе слуха, я улавливала едва слышный шорох, как будто третий человек обходит поляну по кругу. Я не выдержала и начала громко говорить, постаравшись добавить в свой голос железные непреклонные нотки. «Эй, кто там? Кто бы вы ни были, уходите сейчас же!»
Но мой голос прозвучал жалко, словно барашек проблеял. Он дрожал, и мне явно не удалось создать то впечатление, на которое я рассчитывала. Я сразу поняла, что совершила ошибку. Мой голос сделал меня целью, а еще он выдал мой страх. Ситуация была хуже не придумаешь. Ответом мне послужила тишина. Я не получила никакого ответа. А затем палатку с силой дернули. Тент натянулся, дуги жалобно скрипнули. Мне показалось, что сейчас вся конструкция не выдержит и рухнет на меня. Палатку дернули еще несколько раз. С каждым разом все сильнее, будто проверяли, выдержит или нет. Кажется, я закричала и схватила нож, который лежал рядом, прижав его обеими руками к груди, словно он был моим последним шансом на спасение. Все затихло как-то внезапно. Я услышала, как шаги начали отдаляться от палатки. Я подождала еще секунд 10, может 20. Сердце колотилось так, что я боялась, что его слышно на 100 метров. Я собралась с духом. Если они ушли, значит, у меня есть шанс сбежать отсюда по-тихому. Если же они по-прежнему рядом, значит, у меня будет хотя бы больше шансов дать отпор или убежать. Я не питала иллюзий. Палатка не предоставляет никакой защиты и лишь ограничивает меня в вариантах моего спасения. Посидев еще минутку, нервно сжимая рукоятку ножа, я все-таки заставила себя вылезти из палатки, прихватив с собой тот самый ручной фонарь с мощной лампой. Я включила свет и провела лучом по поляне. Первое, что попалось мне на глаза – женское тело, которое лежало лицом вниз в густой траве напротив моей палатки метрах в 10. Вокруг тела расползлась темная лужа крови, пропитав траву и землю. Вокруг стояла тишина, меня окружали темные деревья. Давно погасшее кострище было разорено, угли были разбросаны во все стороны. Я уже почти выдохнула, почти поверила в то, что все обошлось, как вдруг я увидела их. 2 фигуры стояли на краю опушки, там, где начинаются деревья. Не близко, но и недалеко, метрах в 20. Они стояли неподвижно, спиной ко мне, и словно говорили с кем-то, кто прятался в тени деревьев. Дрожащей рукой я навела луч фонаря на них. Они сразу же обернулись в мою сторону. Их лиц я не разглядела, даже одежду не могла разглядеть. Они как будто были сотканы из тьмы. Я крикнула: «Эй, кто вы? Что вам надо?» В ответ тишина. Налетел внезапный порыв ветра, и я рассмотрела 3-ю фигуру, которая действительно стояла чуть поодаль в тени деревьев. Высокая женская фигура, которая носила на голове какой-то непонятный головной убор. Лишь спустя мгновение я поняла, что это рога, похожие на оленьи. Женская фигура резко вскинула руку и указала пальцем на меня, издав тот самый истошный пронзительный визг, что я слышала до этого. Темные фигуры синхронно двинулись ко мне, беря разгон. У меня внутри что-то оборвалось. Я поняла, что разговора не будет. Они сюда не шутки шутить пришли. Все очень-очень плохо. Я развернулась и побежала в сторону, откуда предположительно я пришла. Бежать ночью по лесу – это очень трудное занятие. Вокруг тебя полно врагов. Корни деревьев, что норовят зацепить твою ногу. Ветви, что хлещут тебя по лицу с такой силой, что ты вот-вот упадешь. И главный твой враг – паника. Из-за нее ты допускаешь непростительные ошибки. К счастью, я смогла удержать себя в руках и старалась двигаться осмотрительно. Несколько раз оглянулась, фигуры меня преследовали. Вслед нам продолжал раздаваться тот самый мерзкий жуткий вой, издаваемый рогатой женщиной. Фигуры же бежали беззвучно. Они не издавали звуков,
Они не угрожали мне, даже не общались друг с другом. Они передвигались слишком тихо, намного тише меня, ломившийся сквозь бурелом. Двигались они словно тени, и было в этом что-то до ужаса пугающее, нечеловеческое. Они не отставали. Наоборот, постепенно они сокращали дистанцию. Я пыталась свернуть в неожиданном месте, запутать след, спрятаться в кустах, но они твердо держали маршрут, загоняя меня словно дичь. Внезапно лес передо мной закончился. Я вылетела на край и увидела впереди огни своего городка. Я чуть не расплакалась от облегчения. Я бежала по знакомым местам прямо посреди дороги, лишь бы двигаться быстрее. Больше я не оборачивалась, не могла рискнуть. Добежав до своего дома, я влетела внутрь и с силой захлопнула дверь, закрыв ее на все замки. Секунду стояла, прислушиваясь к стене. Мое горло напоминало мне высушенную пустыню. Лицо жгло от многочисленных ветвей, что хлестали меня, пока я бежала сквозь ночной лес. Обессиленная, я побежала к окнам, чтобы найти их. Они не пошли к передней двери. Вместо этого они пришли с другой стороны, со стороны заднего двора. Они дошли до линии леса, туда, где начинается мой задний двор, и остановились. И просто стояли там, как будто наблюдая за мной. Я вызвала полицию. Еле смогла выговорить причину вызова. Постоянно говорила сбивчиво и путалась в словах. Еще и на неродном для меня языке. Сказала, что какие-то люди преследовали меня в лесу до самого дома, и теперь они рядом, и я боюсь за свою жизнь, и что, кажется, они убили человека там же, в лесу. Пока я ждала полицию, стояла у окна и смотрела на свой задний двор. Фигуры не шевелились, словно не могли решиться, двинуться им дальше или нет. Полиция приехала быстро. 2 полицейских с зажженными фонарями постучали в мою дверь. Пришлось отвлечься от своего наблюдения и открыть им. Я получила стандартные вопросы и недоверчивые взгляды. Мол, может, я напилась и решила приколоться над ними со скуки. Когда же они услышали про лес, то еле заметно напряглись. А после того, как я примерно описала им местонахождение своего брошенного лагеря, то они и вовсе тревожно переглянулись. Не задавая мне больше вопросов, они молча прошли к моему заднему двору. Несколько минут они светили издали на то место, где, по моим словам, стояли эти 2, но их там не оказалось. Полицейские как будто не могли решиться подойти ближе. Они все стояли возле моей задней двери. Затем один из них глубоко вдохнул и решительно пошел к линии деревьев, светя фонарем в лес. Другой же схватился за кобуру пистолета и напряженно вглядывался в тьму под деревьями. Полицейский дошел до ограды, посветил в разные стороны, затем наклонился и будто бы подобрал что-то с земли и быстро спрятал себе в карман. Спустя 5 минут с заметным облегчением на лицах они вернулись ко мне домой. Слушайте, мы никого не нашли. Возможно, за вами гнался зверь. Может, лось? Лось. Ха, они меня что, за полную идиотку держат? Нет, это не мог быть лось. Это были 2 человека, я точно вам говорю. Еще там была женщина, она носила какой-то головной убор с оленьими рогами. Эти 2 заметно побледнели. Один из них, тот, что подобрал что-то из земли, полез к себе в карман и достал оттуда что-то. Постояв какое-то время словно в нерешительности, он протянул руку и показал мне найденный предмет. Это был какой-то грубый и связанный из острых палок и черных веревок предмет, напоминающий шаманские фетиши. Это я нашел у вас на заднем дворе. Точнее, прямо за вашей оградой. Знаете, что это такое? Не отрывая взгляда от предмета, я отрицательно помотала головой. Эта вещь притягивала взгляд и как будто была пропитана какой-то мерзкой темной энергией.
от которой мне становилось тем хуже, чем больше я на нее смотрела. Пару столетий назад в наших краях появилась секта. Что-то там связанное с плодородием земель и девственностью природы. Все бы ничего, да вот только примерно полвека назад члены этой секты были уличены в жертвоприношениях и массовых убийствах. Секта была ликвидирована, ее лидеры были либо застрелены при задержании, либо арестованы и брошены в самые строгие тюрьмы на множество пожизненных сроков. Другой полицейский озабоченно посмотрел на говорившего и коснулся его руки. Наклонившись к его уху, он что-то горячо зашептал, явно смутив рассказчика. В общем, к чему я? Эту историю знают все местные. И, возможно, над вами решили подшутить. Вы же новенькая здесь, верно? Люди у нас хоть и добрые, но все же порой скучают. Потому, скорее всего, местная молодежь решила сыграть с вами злую шутку. Посвятить вас, так сказать, в темные страницы нашего прошлого. На вашем месте я бы не паниковал и ложился спать. А завтра придете в наш участок и подробно опишите все случившееся дежурному детективу. Мы совсем разберемся. Записав мое обращение, взяв мою подпись и договорившись, что утром я явлюсь в местный полицейский участок и дам подробные показания, они уехали. Остаток ночи я не могла заснуть. Тот полицейский, что начал свой рассказ, он явно вел не к этому. Он не считал версию с шуткой реальной, до тех пор, пока его напарник что-то не сказал ему на ухо. Наутро я сходила в участок, рассказала все еще раз тучному детективу предпенсионного возраста. Он внимательно меня выслушал, покивал головой, а затем, как я закончила свой рассказ, выдал. Да, что ж, судя по всему, вы стали жертвой глупого розыгрыша. Либо вы столкнулись с мигрирующими животными. Лесная пума, слыхали о такой? Те, как вы выразились, вопли, что вы слышали, они очень похожи на рычание такой вот пумы. В любом случае, я бы не рекомендовал вам возвращаться туда за своими вещами, пока мы все не проверим. Звучало как полный бред, но я уловила посыл, что был замаскирован в этой мешанине. Не возвращайся туда. В этот раз я решила послушаться. К черту те вещи, я не смогу туда вернуться, ни теперь, ни сегодня. Наверное, вообще никогда. Пусть все останется там, где осталось. Пусть лес возьмет это как плату за то, что отпустил меня. Следующие несколько недель прошли тихо. Я начала убеждать себя, что, возможно, я правда себя накрутила, и это был лишь чей-то глупый розыгрыш. И что я просто сорвалась, ведь я пережила слишком много впечатлений. Переезд в новую страну, новый дом, новая работа. Я почти расслабилась, почти забыла о пережитом страхе. Почти. Однажды ночью я проснулась от звука, который невозможно перепутать. Звон выбитого стекла. Звук пришел откуда-то снизу, с первого этажа. Я села на кровати и слушала, как кровь стучит в ушах. В голове сразу же появилась догадка. Мое большое окно на первом этаже кто-то высадил. Дом вновь погрузился в тишину, которая казалась мне зловещей. Это все остро напоминало мне ночевку в палатке. Собравшись с духом, я вышла из комнаты. Осторожно спустилась по скрипучей лестнице вниз на первый этаж. Эти 10 ступенек я прошла, кажется, за полчаса, балансируя на каждой ступеньке и отчаянно вслушиваясь в тишину дома. Внизу было темно. Я щелкнула выключателем, но свет не включился. Не слышно было работающего холодильника, не светилось ночное освещение на лужайке перед домом. В конце концов, не ревела сигнализация, которая была просто обязана реветь, если мне разбили окно. Я пошла в сторону телефона и услышала тихий шорох за спиной и скрип половицы. Я обернулась и увидела их. Те же две фигуры стояли у окна в гостиной.
Стекла в раме не было. Оно лежало множеством осколков на полу. Свет фонаря с улицы блестел на их острых гранях. Ночная история повторилась. Они были такими же, молчаливые, сотканные из тьмы, без лиц, которые я могла бы рассмотреть. Я не слышала, как они влезли, не слышала шагов, по крайней мере до тех пор, пока не скрипнула половица. Я даже не слышала их дыхания сейчас, хотя все мои чувства были обострены сверх всяких пределов. Вдруг в этот момент из леса совсем рядом, на заднем дворе, снова раздался тот самый полузвериный вопль. Звук, который мгновенно загнал меня в панику. Фигуры повернулись к этому звуку синхронно, как по команде, а потом молча, беззвучно побежали ко мне. Я отшатнулась и уперлась в стену. Фигуры схватили меня, крепко приложив головой о стену. Затем они поволокли меня наружу через разбитое окно. Осколки стекла впились в мои голые ноги, и сквозь гудящую головную боль я ощутила множество болезненных порезов. Оказавшись на улице, они также бесцеремонно поволокли меня по земле. В какой-то момент над моей головой оказался полог леса. Движение остановилось, и они бросили меня. Надо мной склонилась фигура. Сквозь кровавую пелену я рассмотрела длинные оленьи рога и длинное худое женское лицо. Оно выглядело высушенным. Ввалившиеся глубоко глаза рассматривали меня с каким-то нездоровым голодным интересом. С безразличием я отметила, что рога, оказывается, не были частью головного убора. Они торчали прямо из ее головы и, кажется, были перемазаны кровью. «Хочешь ли ты жить, мясо?» — спросил меня песклявый женский голос. «Хочешь ли ты продолжить свое существование?» Я, как могла, кивнула головой. Женское лицо расплылось в улыбке, обнажив ряды гнилых острых зубов. «Тогда слушай меня, мясо. Слушай и запоминай. Я отпущу тебя на этот раз. Все, что от тебя требуется, это приводить сюда людей. Как ты это будешь делать, мне без разницы. Обеспечь мне приток живой крови, и я, так уж и быть, пощажу тебя, маленькая птичка. Кивни, если поняла, о чем я говорю». Я кивнула, стараясь никак не выдать своего отвращения. «А чтобы ты, птенчик, не забывала о своем обещании, я оставлю тебе памятную метку. Если ты надумаешь обмануть меня, я накажу тебя, жестоко накажу». Я ощутила жгучую боль где-то под левым ребром. Было ощущение, будто мне вкручивают что-то длинное и острое прямо под ребра. Затем она исчезла из моего поля зрения, и я ощутила, как сильные руки вновь схватили меня за ноги и куда-то поволокли. В какой-то момент меня стукнули головой о корень, и я, наконец, потеряла сознание. Утром я очнулась у себя дома, лежа прямо посреди гостиной. Мои ноги были все в мелких порезах. Кое-где мелкие осколки стекла продолжали торчать в моей коже. Я вся была измазана землей и кровью. Под левым ребром жутко болела. Посмотрев на себя в зеркало, я увидела небольшую ранку, которая уже покрылась корочкой. Пощупав это место рукой, я ощутила какой-то предмет, спрятанный где-то под ребром. Ощутила внутренними органами, которые немедленно отозвались жуткой болью. Значит, мне это не привиделось. От отчаяния я расплакалась. В этот же день я собрала свои вещи и решила уехать куда подальше от этой паранормальной глуши. Выбегая из дома, я наткнулась на соседей, тех самых, что отговаривали меня от похода в лес.
Они было улыбнулись мне и захотели поздороваться, но затем, видимо, увидели мое состояние. Их лица сразу потемнели, руки опустились. Они молча проводили меня взглядом. Никто так и не попытался со мной заговорить. Через 2 недели я была уже дома, на другом конце земного шара. Родители, конечно же, обрадовались моему приезду, но радость их сразу же была омрачена тем фактом, что я пребывала в полуистерическом состоянии и не могла связно объяснить, от чего я убежала. В конце концов, кажется, они решили, что мне причинил вред какой-то мужик, и прекратили свои расспросы. Лишь участливо гладили меня и обнимали, когда мне было особенно плохо. Я же не посвящала их в подробности произошедшего. Каждый день я смотрела на календарь и мысленно отсчитывала срок, который отпустила мне та рогатая ведьма. Хоть она и осталась черти где, но меня не покидала тревога. Столь желанное чувство безопасности все не приходило. И вот прошел месяц. Весь день я просидела в своей комнате, обхватив руками колени, и все ждала, что со мной произойдет что-то плохое. И ничего не произошло. Всю ночь я пролежала на кровати, слушая улицу, и все ждала, что вот-вот раздастся этот противный протяжный вой. И как только забрезжил рассвет, я заснула. И впервые за это время сон был спокойный и безмятежный. Я проспала весь следующий день и, встав вечером, впервые улыбнулась родителям и засмеялась какой-то неловкой шутке отца. Видели бы вы их лица? Они словно озарились светом изнутри. Мать даже расплакалась от облегчения. Понемногу жизнь начала возвращаться на круги своя. Я нашла новую работу, и ситуация потихоньку начала меня отпускать. Пока однажды на работе ко мне не подбежала моя новая подружка Катька и со странной смесью страха и любопытства выпалила: «Инга, смотри, это же про тот городок говорят, где ты жила?» Я взяла в руки телефон и прочитала новость. Там действительно говорилось про тот самый городок. Новости было уже 2 недели. Сообщалось, что городок вымер в одну ночь. Все жители будто бы пропали без вести. Их дома стояли открытыми нараспашку, улицы были покрыты следами крови. Следы крови и ног уводили в лес, куда-то в глубокую чащу. «Да, Кать, это тот самый городок», – безучастно произнесла я. Мои глаза наполнились слезами. Отпросившись домой пораньше, я выбежала с работы и пошла в людное место. Там я села на лавочку и принялась рассматривать все новости. Как оказалось, полоса смерти не ограничилась лишь тем городком. В целом ряде населенных пунктов сообщали о пропажах детей и людей, которые выходили на прогулку и не возвращались. Что-то смущало меня в этих новостях, и я долго не могла понять, что именно, пока не поняла. Все эти населенные пункты, я ехала через них, когда бежала прочь из той страны. Вернувшись домой, я застала родителей возле телевизора. Мать была заплакана, отец задумчиво теребил свою бороду. Увидев меня, мать сказала, что в нашем городе пропала ее подруга вместе с внуками, буквально сегодня утром. По новостям как раз говорилось об этом случае. Не сказав ни слова, я пошла к себе в комнату и заперлась внутри. Я не хотела верить в это, но, похоже, это все было напрямую связано со мной. Не знаю, сколько я просидела на кровати, пока, наконец, сон не сморил меня. Проснулась я внезапно, посреди ночи. Открыв глаза, я увидела прямо перед собой морду той ведьмы, которая нависла надо мной. Ее лицо исказила злобная ухмылка. Заметив, что я проснулась, она силой зажала мне рот своей сухой мерзкой рукой и зашипела: «Я же предупреждала тебя, пташка, чтобы ты не обманывала меня. Предупреждала, что будут последствия. Что ж, получай свои последствия».
Она схватила меня рукой за горло и с легкостью подняла с кровати. Затем мы словно вылетели через окно и поднялись высоко над нашим домом. Смотри, мерзкая обманщица, к чему привело твое предательство? Я слышала крики людей, слышала хлопки, напоминающие стрельбу, видела, как множество черных теней шныряет по улицам города, настигая людей. Это будет платой за твою никчемную жизнь, пташка. А теперь полетай. С этими словами она отпустила мое горло, и я, истошно вереща, полетела вниз, навстречу асфальту.